Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ о кофе. Вкусный кофе поможет проснуться утром, сохранить бодрость в течение дня и добавит в жизнь ощущение полноты бытия. В этом видео вы увидите, как собирают и перерабатывают кофе. Родиной кофейного дерева считаются дикие тропические леса Эфиопии и Судана, высокогорных стран Африки. Обычно деревья с ароматными зернами растут на высоте в 1500 метров. Там теплолюбивые растения круглый год находятся под солнцем, но не высыхают от жары, так как растут в тени высокорослых деревьев. Еще и температура в горах колеблется от плюс 17 до плюс 30 градусов Цельсия. На горной высоте живет мало насекомых, благодаря чему кофе не накапливает в себе яды для защиты от вредителей. Их зерна становятся богатыми на вкус и не горчат. Кофейное дерево любит кислую почву. В Бразилии, Коста-Рике, Колумбии специально вырубают леса для создания кофейных плантаций, хотя это вредит природе. Кофейные деревья, выращенные на залитых солнцем полях, быстрее созревают и дают больший урожай. Чтобы получить 1 фунт кофейных зерен, фермерам необходимо собрать более 1500 таких кофейных ягод. Каждая ягода, которая по форме и цвету напоминает вишню, внутри содержит 2 семени, которые в дальнейшем будут отсортированы, обработаны и обжарены до того, как попадут в вашу чашку. Единственным местом в США, где выращивают кофейные зерна, являются Гавайи. Здесь в обычный сезон на старейшей кофейной фабрике Кау перерабатывается около 1 миллиона фунтов кофе. На этом складе хранится кофе стоимостью почти на $1 миллион. Однако, по словам фермера, кофе почти не отгружается, так как глобальный спрос на него с началом пандемии значительно упал. Хотя доля гавайцев составляет менее 1% мирового производства кофе, в среднем это приносит около $50 миллионов в год. В 2022 году средняя цена фунта кофе в США составляла $5.89. Но есть специальная категория, называемая кофе единственного происхождения, стоимость которого может легко превышать более $30 за фунт. Речь идет о кофе, выращенном в определенном регионе или на определенной плантации. Такой кофе имеет уникальный вкус и аромат, который связан с особыми условиями выращивания и обработки зерен. Примерами кофе единственного происхождения могут служить гавайский кофе, кофе из Колумбии, Ямайки, Эфиопии и других регионов. Некоторые эксклюзивные урожаи стоят более $80 за фунт. Так что же все-таки делает этот кофе таким особенным и дорогим? В мире насчитываются более 12,5 миллионов кофейных ферм. Почти 95% из них принадлежит мелким землевладельцам. Для кофе главным составляющим является качество. Чем выше качество у производимого кофе, тем выше его цена и, соответственно, больше прибыли от его продажи. Качество кофе может меняться в зависимости от высоты расположения плантации, климата, почвы и солнца. Например, эта ферма расположена в округе Ньери, Кении, на высоте около 1700 метров над уровнем моря, имеющей богатую вулканическую почву. Кофе растет очень медленно. Жизненный цикл кофейного дерева состоит из 3 стадий – роста, плодоношения и покоя. Растение начинает плодоносить через 3-4 года после посадки, а затем может продолжать плодоносить еще в течение 20-30 лет. Плоды кофейного дерева созревают в течение 6-9 месяцев после цветения. Фермеры считают, что чем дольше кофе созревает, тем лучше его качество. Высокогорный кофе обладает фруктовыми и цветочными ароматами. Употребление кофе, сваренного из зерен исключительно из одного региона, гарантирует сохранение неповторимого вкуса. Это и есть так называемый кофе единственного происхождения, обладающий высоким качеством и неповторимым вкусом. Но добиться такого качества далеко не просто. Сбор урожая – трудоемкий процесс. Местность для машин здесь слишком неровная, поэтому фермерам приходится собирать кофе вручную, по одной ягодке раз за разом. Степень зрелости для кофе имеет решающее значение. На каждой из веток есть как спелые, так и незрелые ягоды, поэтому сборщикам нужно быть очень внимательными при сборе урожая.
Способ сбора кофе здесь, в Кении, совершенно отличается от того, как его собирают в Бразилии, стране, крупнейшим производителем кофе в мире, на которую приходится 1/3 всего мирового производства. В Бразилии на огромных площадях с равнинной местностью сбор урожая механизирован. Кофейные деревья здесь невысокие, но их урожайность выше, чем в других странах. Механизация позволяет собирать кофейные зерна более эффективно. Однако приходится следить за тем, чтобы эта эффективность не сказывалась отрицательно на качестве собранного урожая. Дело в том, что машины собирают сразу все плоды вместе, и зрелые, и незрелые. Таким образом, получается товарный кофе, предназначенный для массового производства, в том числе и для промышленного использования. Цена на такую продукцию низкая и нестабильная. Кофе высшего качества называется specialty кофе. Он обладает уникальным вкусом и ароматом. Кофе этого класса производится из арабики, которая выращивается в определенных регионах и на определенных плантациях. Кофе этого класса составляет менее 10% от всего мирового производства арабики. Оценивают качество кофе эксперты-дегустаторы, называемые Q-оценщиками. Они используют специальные методы дегустации, которые позволяют им определить качество кофе и выделить его уникальные характеристики. Оценка кофе производится по шкале от 0 до 100 баллов, где 100 баллов означают идеальный кофе. Именно кофе единственного происхождения часто оценивается на высшем уровне спешлти кофе из-за его яркого отличительного вкуса. Как спешлти кофе, так и многие сорта товарного кофе происходят от одного и того же растения – кофе арабика. Это первый вид кофе, который был выращен и является доминирующим сортом кофе, составляя около 60% глобального производства. Но не весь кофе арабика является одинаково хорошим. Эта банка молотого кофе является 100% арабикой и стоит около $8 за фунт. В 2022 году кофе единственного происхождения, выращенного в Панаме, был продан на аукционе по цене более $6000 за фунт, и это тоже была 100% арабика. Чем лучше вкус и меньше урожай, тем дороже стоит кофе. В Кении после сбора урожая рабочие сортируют ягоды, чтобы устранить любые дефекты, так как бракованные ягоды отрицательно влияют на вкус и могут снизить цену на продаваемый кофе. Работникам приходится работать очень быстро, так как быстрая обработка плодов кофе сразу после сбора урожая является ключевым условием для поддержания высокого качества. Перерабатывающая инфраструктура стоит дорого, поэтому большинство ферм в Кении пользуются централизованными предприятиями. Более 1000 фермеров региона свозят сюда свой кофе. Каждый метод обработки по-разному влияет на вкус, но все они имеют одну и ту же конечную цель – отделить семя от плода. Здесь вы видите 5 этапов обработки кофе: красная ягода, мокрый пергамент, сухой пергамент, зеленый кофе и жареные кофейные зерна. Процесс промывки является самым распространенным способом обработки кофе в Кении. После взвешивания и проверки кофе рабочие удаляют внешнюю оболочку в процессе, называемом депульпированием. Таким образом, в ходе него происходит удаление мякоти, пульпы, из ягод кофейного дерева. От качества депульпирования зависит вкус и аромат конечного продукта. Затем зерна помещают в бродильные чаны, где они выдерживаются от 12 до 14 часов. Ферментация разрушает слизь, липкий внутренний слой плода, после чего его можно смыть. На следующий день рабочие пропускают кофе через ряд каналов, очищающих семена. Здесь также происходит один из нескольких процессов оценки. Рабочие отделяют менее качественные и менее плотные зерна, которые всплывают на поверхность. Несмотря на то, что эти зерна продаются дешевле, они по-прежнему приносят производителям значительный доход. Более плотные плоды кофе поступают в резервуары для замачивания, чтобы обеспечить удаление остатков слизи. По мере высвобождения семян, зерна кофе вытекают из резервуаров и попадают на сушильные столы. Обжаренный кофе обычно продают либо как смесь зерен из разных стран, либо как кофе единственного происхождения. Однако официально согласованного определения этого термина не существует. Это может относиться к ферме, кооперативу или стране. Потребители, покупающие этот вид кофе, обычно ищут определенный вкус или аромат.
Затраты на обработку, транспортировку и ведение бизнеса по обжарке зерен – все они включены в цену, которую клиенты платят за кофе. Затраты на кофе от фермы до порта отправки все время растут. Цены на коробки, в которых отправляется кофе по подписке или для домашнего потребления, тоже выросли. Когда у кофе одно происхождение, один производитель, когда у него есть свой бренд, это показатель того, что за такой продукт придется заплатить больше. Такие компании, как Metric Coffee, кофейная компания, основанная в 2013 году, играют важную роль в цепочке поставок кофе. Большая часть кофе потребляется за пределами страны его производства, и то, как обжарен кофе, оказывает большое влияние на его вкус. Для получения наилучшего вкуса кофе единственного происхождения требуется тщательная обжарка. Кофе обжаривают в таких больших машинах. Обжарщики берут зеленый кофе и равномерно его нагревают, таким образом раскрывая его аромат и вкус. Так, например, жарят кофе из Коста-Рики, обработанного медом. Нужно обладать хорошим зрением, обонянием и использовать сенсоры, чтобы отслеживать, как происходит обжарка. Найти идеальную степень обжарки для каждого кофе – это навык, на освоение которого уходят годы. Специальный инструмент, называемый триером, позволяет увидеть, как меняется цвет зерен во время жарки, а также ощутить их запах. Вначале зеленый кофе будет пахнуть сеном или травой, но постепенно можно почувствовать, что запах становится все слаще, слаще и слаще. Также вначале можно почувствовать запах кислотности, похожий на уксус. Но как только уксус начнет понемногу улетучиваться, появляется запах сладких фруктов и выпечки. Это означает, что обжарка закончена. На предприятиях Metric Coffee кофе обжаривается в среднем 11 минут. После этого кофе выпускают в охлаждающий лоток, чтобы остановить процесс обжарки. Нужно отметить, что обжарщики обычного товарного кофе предпочитают делать обжарку более темной, что позволяет скрыть дефекты и сделать вкус смеси зерен из разных стран более однородным. В то время как темная обжарка обычно бывает горькая, средняя и легкая обжарка предлагают больше сладости и яркой кислинки. В кофе ничего не добавляется. Его используют как изначально сырой продукт, полученный от фермеров и выращенного в определенных условиях. Также следует отметить, что легкая обжарка подчеркивает уникальные вкусы региона, позволяя двум сортам кофе единственного происхождения иметь совершенно разные вкусы. Способ обработки кофе может сильно повлиять на его вкус и цену. В результате промывки получается вкусный кофе, но это может оказаться слишком дорого и расточительно. Проблема заключается в том, что для промывки требуется много воды, но основная проблема – это каким образом утилизировать сточные воды. Приходится думать, как перерабатывать эту используемую воду. Промытые зерна кофе рабочие переносят на чистые столы, где их будут постоянно переворачивать руками. Кофе потребуется около 14 дней, пока зерна не достигнут желаемого содержания влаги от 11 до 12%. Целью этого процесса является получение однородных зерен без дефектов. Кофе на этом этапе называется пергаментным из-за похожего на бумагу слоя материала, что окружает семя. Прежде чем производители отправят кофе, они измельчают его, чтобы удалить пергаментную оболочку. Так выглядит машина измельчения, используемая для небольших объемов. Если производится измельчение больших объемов кофе, то он проходит еще один этап сортировки. В каждой стране существуют свои методы оценки. Так, в Кении каждое зерно классифицируется по размеру. Форма и цвет зерен также влияют на сорт, но зачастую более крупные и плотные зерна являются самыми дорогими. После нескольких месяцев работы производители в итоге получают так называемый зеленый кофе. Это продукт, который будет экспортироваться и обжариваться в странах-потребителях. Но это также тот случай, когда процесс становится более непрозрачным. Дело в том, что фермеры не всегда знают, сколько покупатель платит экспортеру, поэтому они не знают, лишаются ли они потенциальной прибыли. Ориентир цены на кофе арабика следует за так называемым рынком C-Price. Формально C-Price – это цена, которая фиксируется при заключении фьючерсного контракта на перевозку контейнера арабики.
Существует биржа, похожая на фондовый рынок, где трейдеры покупают и продают контракты на основе ожидаемой будущей стоимости кофе. Но здесь не учитывается качество кофе, и цена нестабильна, что затрудняет устойчивую деятельность фермеров. Некоторые фермеры могут работать с прибылью, но это недостижимо для многих фермеров по всему миру. Исследования 2019 года показали, что 44% мелких фермеров, выращивающих кофе, живут в бедности. Те фермеры, которые производят менее 5 кг кофе с одного дерева, не могут выйти даже на безубыточный уровень. Выращивание кофе требует огромных инвестиций, которые фермеры не всегда могут окупить. Но несмотря на все проблемы, фермеры стараются изо всех сил, чтобы сохранить качество своего кофе и в то же время вести достойный образ жизни. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!